それは事故りそうだね。 Доброе утро, ребята. Сегодня я иду сдавать экзамен. Я приехала где-то в 3-9 земель от Токио. Сейчас 8 утра. И вообще можно было сдавать в самом Токио, но я слышала на Шинагава, там очень прям строго. И я переживаю, я очень готовилась. Вы знаете, что я ходила на курсы японские. Мы с Тошей остановились в отеле, потому что, в 5 утра я не встану, плюс с утра у меня долго просыпается организм, плюс я буду переживать. Тут уже такая очередь. В общем, сказали, что будет здесь Prius, но в школе у меня была обычная машина, поэтому я переживаю. Prius он немножко низкий и заднее стекло. Плохо вообще видимость заднего стекла. Я не знаю, люди вообще сдают по 5, по 10 раз, но я готовилась. Если вы готовитесь, то может быть все-таки нормально. В общем, все. Я приехала. Вот такая вот очередь, ребята. Я переживаю, так много я не хочу здесь снимать. Здесь полицейские вообще будут принимать у нас, дорожные полицейские. Я здесь нашла табличку именно с маршрутом. Это очень важно. Сказали, что к 9 придет сенсей, который будет проводить у нас экзамен. И это важно выучить заранее, подготовиться. Вот к 9, сейчас 8, у меня есть 1 час. Много здесь именно препятствий на пути и вот этих извилистых поворотов L или S. Вот видите. Ребята, я сдала, смотрите, меня так трясло. В общем, все нормально, я сделала все повороты. Не знаю, может, какие-то были замечания, он не сказал. Но главное, таких резких замечаний не было. Ура! Сейчас пойду теперь на регистрацию, фоткаться и получать права. Ну все, ребята, я дома. Поздравьте меня. Видно, я просто заклеила адрес. Вот такие вот водительские права. Я так нервничала, вообще сам полицейский, учитель или как, инструктор, и он был, в принципе, нормальный, то есть такой профессионально строгий, очень такой статный, кстати, икемен мы говорим на японском, очень такой привлекательный, знаете, японец такой высокий, стройный, такие черты лица и такой голос, знаете, из груди прям статный. Просто я смотрела в интернете и просто там так пугают, и вообще все говорят, что это так сложно. Но на самом деле, конечно, это нелегко, если вы не будете ходить, хотя бы на практику в школу, не бесить лишний раз. Дело не то, как вы водите, а вот когда вы поворачиваете, как я рассказывала, нужно посмотреть сначала в заднее зеркало, нужно включить поворотник, потом посмотреть на левое зеркало, потом назад, убедиться, что никого нет, и потом уже повернуть. То есть я карту сфотографировала, и было много вот этих S, как змея, кранг, как называется, маршрут такой. Вообще, если вы сдаете в Самэзу, в Шинагава, можно попросить вот эти маршруты. Вообще они дают маршруты, но мне не давали. И потом я пришла, и вы видели, я сразу начала учить маршруты. И у меня был вот этот A, где нужно было сразу направо, потому что это сложнее, чтобы вы сразу налево перестраивались. Сразу обязательно нужно перестраиваться налево, ребята, если мы поворачиваем направо, и там двухсторонняя дорога, двухполосная, нужно сразу переходить налево. В Японии наоборот, обгоночная правая. Как учили в школе, когда вы там должны остановиться и послушать, поезд идет или нет, или склон, такого не было. Я боялась задеть, но ничего не задела, слава богу. Я вообще все равно в шоке, что я сдала сразу. Честно сказать, я потратила где-то $800, я говорила, да, на это. Я сейчас только пришла, сейчас уже 4 часа дня. В общем, немножко долгий процесс, но если вы сдали, то нормально. В Японии сервис — это как я называю его детский сад, в общем. Потому что
везде каждую услугу, каждую там подпись, что-то там куда-то передать, отдать, все разные окна, и вас сопровождают, нас там как цыплят. Так, сейчас вызвали там 5 человек, теперь пойдемте вниз. Она идет, и мы за ней. На каждую процедуру, на каждую, есть отдельный зал, отдельное окно. Как я говорила, в Японии не нужно париться, в Японии все за вас делают. Вы просто мозг не надо включать, только глаза и уши, и все. Тут, кстати, написано, что я начинающий водитель. То есть в Японии, если вы иностранец, все-таки вы не водили, вы прошли, да, экзамен, но это очень такие basic, базовые как бы повороты. Это означает, мне нужно нацепить на машину знак такой, beginner, типа. Помню, да. На следующей неделе мы с Тошей уезжаем на юг, наш любимый Изу, куда всегда ездим, отдыхать, и все. И потом я улетаю в Казахстан, я говорила, как раз я смогу там немножко попрактиковаться на Тошиной маленькой машине. Тоша Ламборгини я точно не буду вообще трогать. Она такая огромная, будто в танке. Единственное, что я хочу просто ездить по делам и на свои тренировки на машине. Но если я на машине поеду, то мне паркон встанет в $50 в день. Или мотоцикл, я думаю, ну блин, все-таки страшно. Вот. Кстати, футка нормальная, да? Не прям уж такая страшная, как я думала. А, вон то,絶対なくなるから。Тоже купил мне клубнику. ワンクブニチカ、ツークブニ Вот チキ。 тут клубничка, варенье. Джаму цукру караса. はい。 Тоша любит, знает, что я люблю клубнику. У нас я проезжала на автобусе и смотрю, вот как в прошлый раз там вот эта клубника продается いや本当にもう по なくなる。 дешевому. 警察官すごいイケメンだったよ。おお。でも、I was マジ緊張。で、silent でしょ silent ずっと silent very silent どこ間違ってないけど、どこか間違ってるわかんない。チェックすると間違ってる？わかんない。なんか5回ぐらいチェックして。合格 Вот, да, там есть, кажется, 100, сколько? Over 70 で合格。 А, ну вот надо, чтобы было больше 70 баллов у вас. В конце вы выходите молча, просто ничего не знаете, ждете, пока другой садится, и вам просто говорят, вы гоукаку или фугокаку, вы прошли или нет. Если оранжевый, значит прошли. Поздравьте меня, теперь я буду ездить на машине, надеюсь. Ну. 下田で運転できるじゃん。これで。それは事故りそうだね。Вот так вот.